في مشورتك بخيلا ولا جبانا. МИД Ирана вызвал на встречу посла России в Тегеране в ответ на недавнюю поддержку Москвой коридора, соединяющего Азербайджан с Нахичеваном через Армению, заявив, что Тегеран выступает против любых геополитических изменений устоявшихся границ региона. Генеральный директор Евразийского бюро МИД Ирана встретился с послом России, чтобы выразить протест против поддержки России Зангезурского коридора. Генеральный директор напомнил российскому дипломату о необходимости уважать твердую позицию иранского государства и необходимости использования потенциала стран региона для решения вопросов, содействия укреплению мира и стабильности в регионе и реализации экономических планов с учетом интересов всех сторон. Это официальное заявление МИД Ирана, но самое главное впереди, о чем мы сейчас и поговорим. Самое важное заключается в том, что на этом фоне разногласий между Ираном и Россией в старейшей иранской ежедневной газете умеренного толка «Этелаат» появилась информация, что у Ирана и России на самом деле не все так хорошо, как кажется. Более того, Путин за спиной Ирана торгует армянскими землями с Турцией и Азербайджаном и ведет с ними переговоры по Зангезурскому коридору, что, естественно, не понравилось Ирану. Это своего рода масштабный слив информации, устроенный Тегераном, и несложно догадаться, для чего это сделано. Эта информация будет особенно полезна для местных путинистов, которые слепо верят, что у Ирана и Российской Федерации совпадают региональные интересы, и что Армении якобы нужно присоединиться к этому так называемому союзу, которого на самом деле не существует. Советую досмотреть видео до конца. Итак, пресс-секретарь МИД России, помимо прочего, упомянула коридор Зангезур и отметила, что коридор – это маршрут, который может соединить основную территорию Азербайджана с Нахичеваном через Сюник в Армении. Хотя Захарова подчеркнула, что Россия учитывает обеспокоенность иранской стороны по поводу коридора Зангезур, однако было заявлено, что для прояснения ситуации будет проведен контакт с Тегераном. Примерно неделю назад Путин и его министр иностранных дел подчеркнули необходимость того, чтобы Пашинян обратил внимание на просьбы Москвы и считал этот вопрос обязательным. Все это происходит на фоне того, что Иран ранее ясно и на высоком уровне выразил свою позицию и обеспокоенность по поводу этого коридора. В свете этих условий возникают вопросы. Почему Россия так упорно придерживается своей позиции по Зангезуру? И какие могут быть последствия этой настойчивости? Для ответа на эти вопросы была проведена беседа с Али Бигдли, старшим экспертом по внешней политике и аналитиком международных отношений. Россия хочет Зангезур для выхода из изоляции. Россия в настоящее время находится в условиях санкций и, следовательно, ищет возможности создать новые пространства и выйти из изоляции. Поездка Путина в Азербайджан была поспешной и неформальной, чтобы получить новые рынки. Путину нужны деньги некоторых стран региона. Интересно, что Армения недавно запросила помощь у Франции, как традиционного союзника христианских стран мира. И Франция попросила Пашиняна дистанцироваться от Путина. Что касается Зангезура, то этот регион чрезвычайно чувствителен. И для проезда грузовиков и трейлеров в Армению и Азербайджан, затем в Карабах, Грузию и, наконец, в Европу – это важный маршрут. Некоторое время товары должны были поступать из Турции и Армении в Иран, а затем направляться в Азербайджан и Европу. Таким образом, Иран получал бы транзитные сборы. Но после утраты Армении и Карабаха ситуация изменилась. В то время, несмотря на очень тесные отношения с Арменией, Иран в какой-то степени поддержал Азербайджан, и даже туркоязычные иранцы были больше сторонниками Азербайджана. Цель Ирана, ориентированного на Азербайджан, заключалась в снижении внутреннего напряжения. Сейчас в этих условиях, если Зангезур столкнется с проблемами, наше сообщение с Европой будет прервано, и если откроется новый маршрут, он определенно не будет в нашем распоряжении. Маршрут, который был для нас крайне важен с древнейших времен, теперь уходит от нас. Коридор Зангезур – подарок Путина Азербайджану и Турции. Попытка оказать влияние на коридор Зангезур – это подарок, который Путин специально делает Азербайджану и Турции. Турция через Зангезур сможет отправлять свои товары в Азербайджан и через Каспийское море добираться до Центральной Азии. Это план, которому Эрдоган уделяет большое внимание и маневрирует. Он сказал, что мы и Азербайджан – два отдельных региона, которые, хотя и имеют разное тело, но у них одно сердце.
Теперь с этим планом Турция сможет отправлять свои товары в Азербайджан и далее через Азербайджан в Центральную Азию и Пакистан. Примерно 5 лет назад Азербайджан, Турция и Пакистан провели морские маневры в Каспийском море, которые сопровождались спорами и критикой. Согласно международным протоколам, Каспийское море принадлежит прибрежным государствам, а не иностранным странам. В любом случае, мы видим, что Россия в необходимых условиях отделяет свои интересы от иранских интересов. Правда, что Россия сказала, что некоторые товары будут экспортироваться через Иран, но нам следует извлечь уроки из этого опыта и не полагаться только на одну-две страны в качестве союзников, а развивать наши отношения с Европой. Взгляд на недавние заявления господина Аракчи, Жозепа Борреля и представителей Франции, Германии и Великобритании показывает, что Иран находится под давлением отказаться от военного сотрудничества с Россией, особенно в войне с Украиной. Также следует помнить, что ситуация на Ближнем Востоке быстро становится более сложной, и Россия, не обращая внимания на интересы Ирана, в первую очередь думает о собственных интересах. Маловероятно, что Россия откажется от своего решения. Эрдоган создал особые отношения с Путиным, и с учетом того, что он покупает оружие у Путина, а Путин строит для Турции атомную станцию, вполне ожидаемо, что они будут поддерживать друг друга и пытаться создать новый рынок для себя и расширить свой рынок до Китая. Это первый инсайт от наших персидских коллег, но есть и второй инсайт от них. До того, как поговорим о второй инсайдерской информации из Ирана, отметим очень важную новость, на фоне чего частично все это происходит. Турция получила новую партию российских ЗРК С-400. Это, а также недавняя заявка на вступление Турции в БРИКС, очередной эпизод бесконечного турецкого торга и игры на 10 фронтов сразу. Помнится, недавно в прессе писали, что турки готовы передать имеющиеся у них комплексы С-400 третьей стране ради того, чтобы американцы разрешили им вернуться в программу производства истребителей F-35. Полагаю, турки решили повысить ставки перед ноябрьскими выборами в США и в надежде на победу Трампа. Что-то мне подсказывает, что надежды не оправдываются. Зато американцы запомнят очередные игрища Эрдогана. Второй инсайт от наших иранских коллег из агентства Tasnim News Agency, или скорее предупреждение для Путина. Совет россиянам по поводу Зангезура. Этого воображаемого коридора не будет. Недавнее объявление позиции высокопоставленных российских чиновников после визита Владимира Путина в Баку относительно маршрута сообщения в Южно-Кавказском регионе и ее повторение в последние дни требует четкого повторного подчеркивания для российских чиновников некоторых принципов и основ, объявленных Ираном относительно географии региона. По сообщению Международного информационного агентства Tasnim, по итогам визита Владимира Путина в Баку, Сергей Лавров назвал правительство Армении препятствием в этом вопросе и заявил: «К сожалению, именно руководство Армении препятствует подписанному премьер-министром Пашиняном соглашению относительно коммуникаций через Сюникский регион Армении. Из-за закрытия Армении Зангезура связь в регионе стала очень затруднена». Чувствительность к такой позиции России усилилась после недавних заявлений пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой, которая заявила, что Зангезур – это маршрут, который может соединить основную территорию Азербайджана с Нахидживаном через армянский Сюник, и разблокирование Зангезура будет обсуждаться в рамках трехсторонних мирных переговоров с Арменией. Высокопоставленные чиновники Ирана неоднократно заявляли на различных встречах с официальными лицами России, Азербайджана, Армении и Турции о явном несогласии Тегерана с этим коридором, который принесет геополитические изменения на границах и в регионе. После недавних обсуждений Иран также предпринял дипломатические меры, чтобы передать необходимое послание российской стороне. В МИД был вызван посол России, которому передали протест Исламской Республики Иран и напомнили об уважении национального суверенитета, территориальной целостности и взаимных интересов стран, что является гарантией устойчивого мира и основой регионального сотрудничества на Кавказе. Согласно источникам, знакомым с этим вопросом, посол Ирана в России также выразил протест Ирана против недавней позиции МИД Российской Федерации. Российским властям следует напомнить несколько моментов. Первое. МИД России сделал заявление, противоречащее ожиданиям Ирана.
Россияне были хорошо информированы о четкой и правильной позиции Ирана, согласно которой Иран выступает против любого типа коридора, такого как Зангезур и другие, которые соединяют Нахидживан с Азербайджаном. Второе. Иран не приемлет каких-либо изменений на своих границах и в зонах безопасности. Третье. Ни по каким правилам безопасности геополитическое положение какой-либо из стран Южного Кавказа не имеют преимущества перед другими. Так почему же наши российские партнеры считают, что для решения своих проблем с Арменией им следует использовать Зангезурский коридор? Четвертое. Учитывая очень важные и четкие договоренности Путина с высокопоставленными чиновниками Исламской Республики Иран и нацеленность двух стран на укрепление стратегических отношений, такая позиция МИД России вызывает удивление. Представляется, что российскому внешнеполитическому ведомству следует пересмотреть практическое значение термина «стратегические отношения». Пятое. Складывается впечатление, что МИД России бредит и думает, что в их интересах решить проблему с Арменией, используя этот иллюзорный Зангезурский коридор, который при противодействии Ирана точно не будет создан. Согласно концепции стратегических отношений, к которой стремятся Иран и Россия, подобные тактические шаги противоречат основам стратегических отношений. Шестое и самое важное из всех пунктов. Скорее всего, если они захотят открыть нечто, называемое коридором в Зангезуре или за его пределами, Запад и его союзники обязательно будут сопротивляться, и тогда этот конфликт создаст новый очаг воспаления прямо рядом с очень чувствительными границами северо-западного Ирана. Если какая-либо страна думает, что может решить свои проблемы за пределами своих границ, открыв новый фронт разгорания и конфликта за счет других, то ни одно место в мире не будет безопасным, и в мире воцарится перманентный хаос. Вот такая перепалка между Россией и Ираном. И если до сих пор есть люди, которые не поняли, кому были адресованы все эти пункты обвинения иранской стороны, то ответ прост – Путину. Остальное думайте сами. Делитесь вашим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на наш канал.